Всем привет! В эфире канал Пламя. Спасибо, что смотрите мои видео. Спешу поделиться своим произведением. Вот духовку собрал. Может, кто-то сейчас стал перед дилеммой: делать духовку, не делать духовку, или как ее делать. Вот я сейчас хочу вам рассказать, как же ее собрать. Своя система дымохода. Конструкция очень сложная на самом деле, но вполне реально ее сделать. Я же ее сделал, значит, и вы сможете сделать. Такие конструкции работают без трубы. То есть самое важное — собрать правильное устройство. А труба лишь отводит дымовые газы. Значит, эта духовка была сконструирована мной с использованием технологий, которые не применяются в печном деле. Данные я почерпнул из совсем других источников. Гидродинамики, напором, потоком. Я это лишь применил в создании этой духовки. Сейчас я вам продемонстрирую, как она работает, как я собирал этот канал, принцип работы. Вход уже непосредственно к самому каналу. То есть дальше здесь уже кирпич пойдет вертикально вверх. Еще последний ряд будет, первый ряд дымохода, трубы самой, я тоже скруглю. То есть здесь тоже, вы видите, кирпичи спилены вот так. Это специально, чтобы усилить тягу здесь. Чтобы дым не сопротивлялся ничем, а спокойно обтекал и уходил в трубу. То есть в этом рукаве будет создана сверхскоростная тяга, то есть сверхпоток за счет вот этих всех закруглений, поворотов и резких подъемов. То есть будет похоже на зуб, как на мангале я делаю. Также и в рукав будет являться непосредственно засасывающим устройством дыма. То есть именно рукав и создает саму тягу в печке. Сейчас я вот эти два кирпича положу на раствор и продемонстрирую вам тягу без трубы. Теперь более подробно и детально. Портал у меня 40 сантиметров размерами, даже 42 сантиметра, и высота тоже 42 сантиметра. Почему именно такие размеры? Потому что мы купили дверь таких размеров. Дверца чугунная, со стеклом. Очень интересная конструкция, которая, кстати, тоже не предназначена для духовок, а предназначена для печей или же для маленьких каминов. То есть это мы уже приспособили ее сюда, чтобы можно было хоть что-то сюда поставить. Знаете, в большинстве случаев там хлебопечные вот такие дверцы, маленькие камеры. Эта камера довольно вместительная. Получилось почти 60 сантиметров, 59. И высота у нее тоже под 60 сантиметров. Вы видите отверстие. Из фасада тоже отверстие. Это специально для того, чтобы можно было поставить туда штангу и на нее подвешивать лопатку, там ребрышки, гуся, утку, курицу, все что угодно, что фантазия ваша позволит. То есть это жарочный духовой шкаф. Он имеет свою систему дымохода. Конструкция очень сложная, выполнена с нормами всех правильных расчетов аэродинамики. То есть здесь идет свободное восхождение дымовых газов, но именно в дымовой камере, в этом рукаве так называемом, да, происходит ускорение потока. То есть если здесь мы будем наблюдать свободное восхождение дыма, то на выход в дымовую трубу будет усиливаться, как выстрел, что ли, происходить. Сейчас я зажгу, и вы посмотрите. Прям онлайн режиме поджигать. Бывает, конечно, сразу может дым сюда выйти на моменте розжига. Вот там уже пошел дым. Вот, я надеюсь, видно, как выходит сюда дым. Основа всего вот этого рукава состоит из плавных поворотов
Все кирпичи срезаны внутри и имеют полуспиральную форму. То есть здесь у меня на входе она имеет прямое направление, потом поворачивает сюда, выходит в трубу с таким поворотом. Ну и также еще имеет подъем, ну примерно там градусов 40, наверное, получается. То есть видите, перепад какой здесь начинается, вот на вот этом уровне начинается, и вот аж где выходит. То есть вот видно, какой градус подъема. То есть этот подъем, вот эта полуспираль является основным критерием, чтобы создать тягу в рукаве в самом. Значит, подрезаю кирпичи таким образом, чтобы создать, добиться, вернее, эффекта Коанда. То есть любая плоскость, поверхность притягивает к себе дым. Значит, потом еще этот кирпич я поставлю. И здесь уже пойдет канал дымохода. Канал дымохода будет сечением на один кирпич. Вот, то есть 27 на 14 сантиметров. Здесь тоже будет скругляться обязательно, чтобы дать направление, не терять скорость движения потока. По таким же принципам я делаю и зуб в мангале. Прочистка канала тоже не займет особых проблем. Просто в трубу можно будет на веревке опустить какой-нибудь предмет, там шарик или еще что-то такое. Вот, и он свободно скатится вниз. Сейчас я вам покажу. Ну вот возьмем, допустим, вот такой вот кусочек кирпича. Ставлю сюда, запомните его. Вот, ставлю сюда. И сейчас он покатится вниз. Свободно весь канал у меня аэродинамически выполнен в такой полуспиральной форме конструкции. И сейчас я вам покажу, как дым затягивается именно в этой части арки. То есть лишний раз докажу, что отсюда дым не вываливается. То есть духовка работает даже в таком вот открытом состоянии, без дверцы. Вот вы видите, с какой скоростью вылетает зола, напор такой мощный. Ну это, конечно, при учете идеальных условий, что нет бы ветра сильного. Ну это, конечно, не мангал. Здесь, видите, нету ни зуба, никаких устройств таких, только вот вертикальные ровные стенки. Ну вот такой небольшой обзорчик духового шкафа. Эта духовка является очень современным агрегатом. Здесь было использовано очень много инновационных решений в духовках. Вы видите, отапливаемая площадь дна полностью задействована. Почему здесь нет колосников? Колосники не нужны, потому что подсос воздуха идет у нас отсюда. Дверца пока вот можно открывать, можно закрыто, и положение регулируется с помощью движения вправо-влево подсос воздуха. И отсюда идет засос воздуха. Также имеется в дверце в самой щели для того, чтобы засасывался воздух
Также эта прорезь, это в кирпичах, будет являться струей воздуха и отбивать дым от дверцы. То есть она, по идее, будет вся чистая. Но это я еще не могу сейчас продемонстрировать, только когда закончу конструкцию. Вот. Также эта прорезь является отверстием для того, чтобы сюда можно было счищать угли. То есть когда большая топка заряжается на то, чтобы протопить, то есть топить надо где-то больше часа времени. Дров, конечно, больше в несколько раз. Это просто я пару щепок. Тут, вот такую вот одну дощечку я положил. Вот ее разрубил на щепочки. А так, конечно, надо хорошие дрова использовать, чтобы протопить все эти стены. Стены, вы видите, утеплены минеральной ватой. Сверху тоже там заложено. Ну и канал, потолок, значит, обогревается как снизу, так же и сверху горячими газами. То есть вся духовка, дно тоже здесь очень толстое. 2 ряда шамотного кирпича и еще там ряда 4 идет такого вот кирпича, пластички. Значит, угли можно сюда сгребать кочергой, не открывать, ну, вернее, как при открытой дверце, сгребать сюда угли. То есть не на совок не надо собирать и переносить в мангал, выбрасывать, а просто сошкреб лишнее. Здесь дверцу обязательно закрыть, чтобы не летела сюда зола. Лишнее сошкреб сколько надо, оставил. Допустим, здесь можно и лепешки пожарить, и поставить кастрюльку, также повесить. Часть углей можно оставить для того, чтобы прикоптилась чуть-чуть пища, продукты. Потом, конечно, надо будет отсюда вычищать. Здесь камера довольно-таки вместительная. Хватит на 2-3 топки, чтобы не вычищать отсюда золу. Как вы знаете, в русской печи устройство ее дымохода находится за камерой. То есть здесь находится вход в дымовой канал. Потом кирпич, ну, 20-23 сантиметра. Это сама камера дымовая идет в русской печи. А потом еще ряд облицовки идет. Дым весь вываливается сюда и уходит в трубу уже. Изначально так и планировалось такую конструкцию собрать. Потом Владимир, ну, хозяина зовут Владимир, посоветовали, что очень неудобно будет на вот эту штангу что-то подвесить на крючок. Представляете, вот здесь полметра расстояния получается в русской печи. Ну, не полметра, сколько там получается, 25 сантиметров плюс 12, 40 сантиметров. Это вот только до самой камеры. Ну, еще если здесь взять, ну, я на ребро поставил, так можно вообще плашмя положить. Ну, грубо говоря, полметра это только до топочной камеры. Представляете, вот длина руки какая должна быть, до 1,2 метра, наверное, чтобы туда засунуть руку и повесить. Поэтому мы решили все это убрать, достать и повесить. Ну, конечно, надо будет приспосабливаться, потому что температура здесь будет под 400 градусов, минимальная. Это даже меньше, чем русская мини-печка. Вообще это очень маленькая. Я имею в виду топка вся. То, что говорят, что будет весь жар улетать в трубу. Но извините, в русской печке тоже жар весь вылетает в трубу. Только у нее наружу он выходит, а у меня здесь внутри. Ну, потолок весь прогревается как снутри, так и снаружи дымовыми газами. Боковые стенки нагреваются. Здесь достаточно будет температуры, чтобы пожарить и приготовить не один раз продуктов. Если топка идет, протапливается час-полтора, то камера будет еще работать часа 2-3. Это точно, как минимум. Ну что, друзья, вы посмотрели мини-обзор духовки от русской печки. Всем большое спасибо за просмотр. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем удачи, пока.